Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о трясогузках. Что мы знаем об этой маленькой птичке? Да и птичка ли это? А если кто и знает, что это птица, нужно выяснить, где она живет и чем питается. Да и как выглядит, тоже очень интересно. Да и где у нее эти самые гуски? И зачем она ими трясет? Не зря же ей дали имя люди. Обо всем об этом и еще много о чем будет сегодняшний наш рассказ. Поехали! И для начала мы выясним, как выглядят трясогузки. Эти птицы входят в отряд воробьинообразные, семейство трясогузковые. Семейство у нее не очень большое и составляет несколько родов, в которые входят около 60 видов птиц. А мы разберемся с одним из самых трясогузковых. Этот род так и называется – род трясогузки. В него входит 13 видов этих птичек. На них мы и остановимся. Это белая трясогузка, черноголовая трясогузка, пегая, капская, горная, желтая, желтоголовая, длиннохвостая, мадагаскарская, японская, камчатская, белобровая и берингийская желтая трясогузка. Видим, что все эти птички похожи друг на друга и отличаются в основном расцветкой. И в общем, трясогузки – это не крупные изящные птахи, длина туловища которых находится в интервале от 12 до 20 сантиметров, а масса не выходит за пределы 30 граммов. Трясогузки – это вам не разбойник-воробей и не летчик-стриж. Они в мире маленьких птичек настоящие модели. Весьма стройны и длинноноги, имеют аккуратную головку закругленной формы. Шея у пернатых короткая, а тонкий клюв напоминает острое шило, надклювие которого немного изогнуто. Динамичный хвост трясогузок длинный и утонченный, состоящий из дюжины рулевых перьев. Смотря на него со стороны, заметно, что он обрезан прямо, а два средних пера немного протяжнее боковых. Самое первое из маховых перьев намного короче, чем второе и третье. Птичьи конечности покрывают мелкие чешуйки, а лапки оснащены довольно цепкими пальчиками с острыми коготками. На заднем пальце коготок имеет крючкообразную форму. Это позволяет хорошо удерживаться на ветвях. Птичьи глазки напоминают маленькие круглые черные бусинки. Замечено, что осанка у этих небольших пташек весьма приземиста, когда они находятся на земле, но она выпрямляется, как только трясогузка восседает на ветках кустарников и травяных стеблях. Трясогузки прекрасно летают. Лучше всего это им удается на небольшой высоте. Они легко облетают травки, резко могут развернуться при помощи хвоста, который играет у них роль руля. Помимо полетов, охотясь за насекомыми на земле, они не прыгают, как многие птички, а быстро бегают назад и вперед, и при передвижении неустанно и динамично качают своим тонким и длинным хвостиком, включая пятую точку. Она же у птиц и называется гуской. Последняя особенность объясняет название трясогузок. И тут вопрос, что это такое, эта гуска? Все просто. Это старинное слово, обозначающее заднюю часть чего-либо. У трясогузки это попа с хвостом, а, например, крестьяне в свое время называли так заднюю часть снопа, а сноп – это большой пучок пшеницы, перевязанный перевяслом, а перевясло – это жгут из скрученной соломы для перевязки снопов. Что такое жгут, разберем как-нибудь отдельно, как и подгузники, слово из той же оперы, но это все на канале Вещь, а у нас сегодня трясогузки. Вот бегает она, трясет своей гуской. А почему, никто не знает. Ученые-орнитологи думали и придумали пару версий. Во-первых, так трясогузки спугивают насекомых, прячущихся в высокой траве, что удобно, особенно если ты ими питаешься. Во-вторых, так пернатые удерживают равновесие во время остановок. Хотя к единому мнению ученые так и не пришли. И вы, в свою очередь, можете выдвигать свои теории. Какая-нибудь наверняка будет лучше. Моя версия, что она просто живет, пританцовывая от счастливой жизни. А живет она на всех континентах, исключая Антарктиду. Если говорить конкретно о местах обитания этих птиц, то они различны у разных видов. Белая трясогузка заняла Европу, северную часть африканского континента,
Азию – Аляску. Там, где климат теплый, она является оседлой. И из более северных регионов улетает перезимовать в Африку. Горная трясогузка облюбовала Евразию и север Африки. Она считается перелетной. Желтая трясогузка также населяет Евразию, Аляску и северные области Африки. Территории североамериканского материка. Желтоголовая трясогузка обжила сибирскую тундру, а на зиму перебирается в Южную Азию. Нетрудно догадаться, что мадагаскарская пташка проживает на этом одноименном острове. Пегая трясогузка обитает исключительно в африканских государствах, расположенных к югу от Сахары. Черноголовая перелетная трясогузка обжила пространство Азии и Европы. Длиннохвостая трясогузка тоже прописалась на просторах жаркого африканского континента. А все вместе для проживания предпочитают открытые места вблизи всевозможных водоемов. Эти пернатые избегают густых лесных массивов. На территориях редколесий встречаются тоже нечасто. Для своего места жительства трясогузки выбирают разнообразные регионы и ландшафты, селясь на побережьях рек, озер, ручьев, болотистых угодий, на открытых пространствах влажных лугов, на территориях тропических и субтропических горных лесных массивов, на просторах сибирской тундры, в горной местности на высоте около 3 километров, недалеко от людских жилищ. Эта птичка является очень полезной, как и многие другие маленькие пернатые. Она может уничтожить просто огромное количество мух и насекомых, которые вредят человеку. Для того, чтобы поймать их, ей достаточно поохотиться за ними в полете. Уважительно относятся к птичке огородники. Она может уничтожать вредителей прямо с грядки. Да и не только людям. Миниатюрные трясогузки приносят неоценимую пользу домашнему крупному скоту. Да и не только домашнему и рогатому. Они чаще посещают пастбища, где прямо со спин питаются слепнями и другими кровососущими гадами, так одолевающими скотинок. Птички отличаются своей большой подвижностью. Спокойно птицу можно увидеть только в минуты исполнения ее любимой песенки. И птичья мелодия весьма задорна и проста. Она является собой чередование чириканья и негромкого писка. В большинстве своем трясогузки перелетные, но это определяется средой обитания каждой конкретной популяции. Все пернатые, ареал которых располагается севернее, на зиму стремятся переселиться в Азию, Южную Европу и Африку. Виды, являющиеся эндемиками африканского материка и Мадагаскара, причисляют к оседлым. И когда начинает холодать и насекомых становится меньше, трясогузки улетают в более теплые регионы, а как потеплеет, прилетают обратно. Свадебный сезон у них начинается весной, сразу по прилету, примерно через месяц после прибытия из теплых краев. В этот период наряд кавалеров становится более броским, насыщенным и ярким. Все это необходимо для привлечения партнерши. Чтобы произвести впечатление на барышню, самец кланяется, пляшет в присядку, распускает веером хвост, ходит кругами вблизи самочки, разведя в сторону крылья. И если самочка оценила кавалера, наступает следующий важный этап – это постройка гнезда. Для этого пернатые вместе собирают веточки, мох, корешки, всевозможные побеги. Обычно гнездо имеет форму конуса и всегда располагается поблизости от водного источника. Птичьи убежища могут находиться повсюду – в стеновых щелях, дуплах, небольших земляных ямках, скалистых расщелинах, канавках, дровяниках, под кровлей домов и даже между корней деревьев. Гнездо есть. Можно задуматься и о пополнении семейства. Процесс откладки яиц приходится на начало мая. Обычно в кладке их насчитывается от 4 до 8 штук. Примерно через пару недель начинаются вылупляться малыши, которые совсем беспомощны. Весь этот период высиживания будущий отец кормит самочку и охраняет гнездо. После рождения птенчиков на поиски их пропитания устремляются оба заботливых родителя. Яичную скорлупу птицы относят подальше от места гнездования, чтобы не привлекать хищников. В 2-недельном возрасте птенцы оперяются и готовятся к своим первым полетам. Постепенно они покидают родное гнездовье, но еще почти до самой осени набираются опыта у своих родителей. Только потом начинают полностью самостоятельную жизнь. За одно лето трясогузки успевают сделать пару кладок. Оперение малюток имеет серый, желтоватый или черно-белый
белые оттенки. Летать малыши учатся под тщательным присмотром родителей, а осенью отправляются в теплые страны. В естественной среде трясогузки живут около 10 лет, а в условиях неволи могут дожить и до 12. Почему такая разница? Врагов в природе у всех маленьких пернатых предостаточно. Среди хищных животных можем назвать ласок, куниц, диких кошек, не забывая о домашних. Трясогузки живут в черте людских поселений, часто от них страдают. Совершаются на крохотную трясогузку и воздушные атаки. Ведь многие пернатые хищники с удовольствием могут перекусить этой птичкой. К ним можно причислить ворон, сорок, кукушек, ястребов, коршунов, сов. Наибольшую опасность совы представляют, когда трясогузки передвигаются по ночам во время сезонного перелета. Надо сказать, что эти птички довольно отважны. Почувствовав угрозу, тут уже не до танцев. Трясогузки слетаются вместе и начинают прогонять неприятеля, издавая сильный оглушительный гомон, служащий предупреждением и для других пернатых. Этот прием часто оказывается действенным, и недоброжелатель ретируется. Вот так из своего небольшого размера во время опасности птицам приходится объединяться и действовать сообща. Иногда люди, сами того не осознавая, могут навредить трясогузкам. Происходит это так: когда птенчики подрастают, они начинают выбираться из гнезда и сидеть рядом с ним, а прохожие, заметившие это, подбирают малюток, думая, что они выпали или заболели. Так делать категорически нельзя, ведь от этого беззащитные крохи могут погибнуть. Еще люди оказывают влияние на птиц своей деятельностью, которая часто приводит к сокращению постоянных мест обитания. Но нужно отметить, что большее число трясогузковых разновидностей уязвимыми или исчезающими не являются. Статус их популяции гласит, что эти птицы вызывают наименьшие опасения относительно своей численности. Их поголовье остается стабильным. Резких перепадов в сторону понижения или повышения не наблюдается, что не может не радовать. И в заключение хочется добавить, что крохотная трясогузка, как уже говорилось, приносит ощутимую пользу полям, огородам, скоту, людям, ведь поедает несметное число разнообразных насекомых. И хотелось бы, чтобы и человек относился к этой удивительной пташке бережно, стараясь не навредить. Тогда и в особых охранных мерах она нуждаться не будет, и многие из нас увидят этот неповторимый танец в исполнении красавицы трясогузки. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.